Мне срочно понадобилось обновить компьютер. Так как работать я не хочу, а деньги нужны, мы с моим будущим корешем Дрюсом Чироном отправились в зону. Зарабатывать грабя лохов. В Сталкрафте. О, нифига себе, сталкерок, здорово, ёпта. Чё новенький здесь, здорово? Чё новенький здесь, здорово? Чё, как тебя звать-то? Как тебя звать-то? Я Мишка Глыбы. Сейчас, браток, нормально, живем. Разорвало каруселью. Именно так и случилось наше первое знакомство с зоной. И моя первая встреча с будущим Немезидой, который убьет меня больше раз, чем любая другая невзгода, включая других игроков. Но, по правде говоря, не я один такой уникалист, кто попадался в столь глупую ловушку. Карусель. Еще один сейчас. Я так и скажу сам. Это одна из аномалий местной флоры. На мой взгляд, самая опасная. Из других частых паранормальных ребят есть Электро, с которой я не взаимодействовал, и Батут, подкидывающий в воздух. Но вернемся немного назад. Как вы, наверное, успели заметить, мы с Дрюсом бандиты. Отпетые мошенники. Перед тем, как войти в зону, можно выбрать свой гендер. Либо ты нормальный кент, либо сталкер. На лодочной станции мистер Липа рассказывает лор персонажа и вселенной, но это я пересказывать не буду, сами зайдете, послушайте и почитайте. А также выдает первый квест, который включает в себя туториал борьбы с аномалиями. Чёртовая аномалия. Нейтрализована. И выбросами. Не выходи из землянки, пережди немного. И бонусом дается полезный артефакт. Офигеть. Браток, я нашел артефакт. Алло? Все это ровным счетом для того, чтобы продолжить туториал и ознакомиться с персонажами и механиками, которые они в себе несут. Очень вкратце. Василий Петрович исследует найденные артефакты. Зоб покупает их и всякий разный лут, найденный в зоне. Пластиковая бутылка, мешок муки, Подушку. Электрическую лампочку. 100 лет бумаг, 100 рабусов. Нифига себе. А Варвара очень важный кентяра, через которого проводятся все самые важные сделки. А что в зоне самое важное? На размышление не дается ни секунды. Оружие, обвесы на оружие и, конечно же, броня. Вдаваться в подробности местной прокачки я не буду, но логика здесь очень проста, хоть и сперва может показаться очень запутанной, мне так показалось. Немного, так скажем, пофармив, я заимел себе долгожданный автомат пулеметникова, с которым необходимо смело отправиться в болото и гасить всяких уродов. Все, Сам факт, пойдем. блять, там человечек. Хуярим. Пил. Хуярь. Коцаный. А, лежать, сосать. Ножом добить на. Подожди, стой. Хворать тебе, волчара. Такие суки. Это пиздец вообще твари. Все, я не хочу из нее ничего брать, кроме. Я тоже, я ничего вообще не стал. О, патрон для дропчика. Прикинь, он сейчас приведет за собой толпу нахуй сталкеров. Пускай нахуй все толпой сходят. Блять, тычки не хватило. Ножом он режет, ножом. Раз. Ну показывай, где тут залаз. Ну почему, блядь, Какой же ты хуй. Так ее не было там, Лучший на свете. сталкер. не было. Опять. Ну ты тупорылый. Только вот, конечно же, никто вам не даст так легко заполучить желаемую броньку и ружбаечку. Для этого нужно заиметь авторитет на базе, на которой вы находитесь. И делается это двумя способами. Выполнение квестов, как побочных, которые могут начинаться от «сгоняй туда, принеси то». Давай сгоняешь. Скажу, гомонись, блин. Ну сколько скажу я, блин, ну. Ой, сидит. Вадька, желудь! Вадька, нет! Вадька, желудь! Твою. Я тебе гранату мать. бросил, сука, иди. Вадька, желудь, сорян, ногу оторвало, ну. Ой! Так, вот, хоть типа, да, все, надо на свалить отсюда. 1000 рублей дал, братан, дай руку! Красавчик. До полноценных данжей. Ой, блин, перепугал меня. Уймись. Здесь. И даже диалогов
с выбором, где ответы будут влиять на результат. Смотри, он говорит, мой тебе совет, начни с половины, а потом плавно опусти. Быстро не сбрасывай. Интересно. Фримен, ты чё без очков? Да ну... Колеса поставлять будем, заживешь. Хрен с тобой, давай 25. Блин, надо было другой сказать, на треть бы договорился. А я тоже на 25 за колеса сказал ему. Надо было не про колеса говорить, ну ладно. И, конечно же, второй способ — это фармилка лежанок-монстриков. Вот если там тушкачик бежит. Приютим? Конечно. По правде говоря, я давно для себя понял, что умеренная фармилка условного сухого кала и влажных козявок в играх для меня приносит уйму удовлетворения. Особенно, если это делается на пару с дружбаном. Тут есть пространство для воображения. На первой локе есть лежанки кабанов, псевдособак, тушканчиков и плотей, за зачистку которых дается опыт, который как раз таки повышает авторитет. И помимо этого, в награду за искоренение нечисти из самой лежанки можно соскребсти пару-тройку влажных козявок, которые как раз и необходимы Варваре для того, чтобы улучшить ствол. Видимо, он оплеет ими автомат или... я не знаю, зачем они еще ему нужны. И вот уже после того, как ваш авторитет имеет вес, в кармане достаточное количество сопливых сгустков и горсть деревянных, господин Барбара радушно и без лишних слов возведет вам новое слово в мире оружия. На базу! Да только вот фарм и выполнение квестов могут прервать местные тулеры из организации Pussy Boy, что в переводе «сталкеры». Но мы с моей подружкой Дрюсом в большинстве случаев превозмогали противника количеством, силой, харизмой и умом. Куда ж без этого? Тулим. Ой, вообще на... Не-не-не-не-не. Вообще их таранили, блядь, тарабанили. Прикончить ножом. На базу, блядь. Хлебу одного, блядь. У второго ничего. Сосать, урод, сосать. Ну, хпши. Слева. За машину, давай. Двое. Вот там. Витя кислый, да. Вдвоем. Один уработал. Петричи надо зарядить. Витя кисленький выбегает. Этого я залутал. Бля, ну жалко то, что мы его отпустили. О, вот он. Давай, короче, на сближение. Вот он, да, в кустах. Ой, он мне треснул. Оп. А, так это Игорек был. Нахуя он по мне стрелял вообще? Так он пупсик. Он думает, Чтобы вы не считали нас совсем уж конченными тварями, вот посмотрите, как благородные бандиты поднимают подбитого сталкера. может его поднять? Эй, я прекратил стрелять! Все, давай его поднимем. Только ты за ним смотри в оба. Все, я его поднял. Не без добрых людей. Пускай бежит. Следующее, что хотелось бы отметить, это анимации перезарядок. И от первого лица в целом. Сука! Покажите мне этого человека, который их делал. Я хочу пожать ему руку. Потому что в действительности, несмотря на такие ограничения, как отсутствие пальцев у моделек, и отсутствие кистей и локтей, ну, давайте говорить прямо, рук, все действия от первого лица, проворачиваемые пупсиком, считываются легчайше с переходом на простейшее. Это буквально самое первое, на что упал мой взор при первом заходе в игру. Полагаю, что автор или авторы анимации знакомы с творчеством этого орла. Короче, я не знаю, как еще накинуть респекта, но анимочки реально исполнены на достойном уровне. Молодцы! И благодаря этому немаловажному элементу я даже в какой-то момент совершенно перестал замечать, что играю в кубики, квадратики, Майнкрафт, сборка для ололожки с автоматами. Всем привет, с вами Ложка и Флагжакей, ну поздоровайся. Ложка, ты мне не платишь. Блядь, почему я должен здороваться? Че ты начинаешь, блядь, может добазарить? Да иди ты нахуй, Иди. блядь, ложь. Хуй нахуй ложка, ты, блядь, Рома, блядь. Все пишут только в тот ложке лайк, блядь, и никто не смотрит. Они уже у тебя посмотрели эту серию, что там Так происходит. у тебя видосы в рекомендациях. Ну, видос в рекомендациях. Блядь, плати мне деньги, нахуй ты мне, блядь, вот это. А, то есть я теперь виноват. Ну, а кто, блядь, виноватый? Блядь, я... Ну иди нахуй, я буду снимать Ну, с сам снимай, прозболом. посмотрим, кто ты. Да нахуй я ты с этого прозболом прозбола, поснимаю. блядь, нужен, блядь. Я тогда нахуй с Файр Ну, Сквэром, хотя блядь, буду я тогда снимать. с Флагжакеем пойду Я, снимать, и что? у меня Ну иди нахуй со своим Да сам Сквэром, иди блядь. нахуй, блядь. Ладно. Да все, иди в Ладно, пизду. все, ладно, всем привет, блядь. Фладжикей с вами. С переходом через кордон на вторую базу в скором времени возникло стойкое чувство, что весы баланса больше склонны в сторону сталкеров. Потому что
то, как размещен основной и побочные квесты, то, как размещена первая база сталкеров, то, какое количество раз мы попадали в перепалку с игроками и NPC-сталкерами около этой проклятой деревни, не могло не оставить на столь неизгладимого чувства несправедливости. Да. Убил? Да. Только и тут, блядь. Что самое главное, я что-то ни разу не замечал этих сыновьев своих матерей около нашей базы. Некрасиво получается. Что касается основного сюжета, то он есть. Говорю я так, потому что мы не очень далеко по нему продвинулись, так как поначалу нам было крайне тяжело добраться до нужного места из-за причин выше, основной квест прямо напротив базы сталкеров, а догадаться до того, чтобы обойти все это дело с тылу, нам понадобилось время. И все равно, несмотря на нашу выбранную тактику и то, что мы прокачаны относительно этой территории, нас вкошмарили как минимум один раз на подходе к заданию. Опять. Ну и помимо этого, большую часть времени мы повышали авторитет на первых двух базах, выполняли все побочные квесты на них и, конечно же, гасились со сталкерами. Это мина? Это мина. Но меня очень удивило то, что по сюжету могут быть разветвления, как, например, на базе санитаров. Потому что, начиная играть, планка моего представления о контенте в игре была намного ниже, чем есть на самом деле. Выдаваться в детали не буду. Санитары. Это бойцы под началом голоса СТС. Мои поздравления. Которые захватили Липу, того самого человечка из начала игры. И говорят его зарезать. И здесь есть выбор. Либо ты гасишь кореша по несчастью, либо даешь бой дублеру СТСа и его прихвостням. Спасибо, дружище. Я знал, что ты свой человек. Ты спас мне жизнь. Слутав горсть документов и отдав их шаману, начинается мультик, который приблизительно дает понять, что тут вообще происходит. Но вам понять это даст какой-нибудь другой ютубер, или уже сами разберетесь. Я же хочу отметить различные маленькие и, может, не совсем очевидные детали, которые приключились с нами во время игры. Например, такие как поединки. Это в чистой форме варп PvP, но с прибамбасами. Подойдя к человечку, можно вызвать его на дуэль и выбрать пресет боевого снаряжения, выбрать карту и даже сделать ставку. Да, давай. Не буду ставки. Давай. Это мелочь. Уйди Стой, зарежу. ХП карта. На, в затылок тебе на. А, ну ты просто мимо меня пробежал. В На. затылок тебе ткнул. На! Блин, сдохни! Смотри. Раз, оп. А я с тобой играюсь. Оп. Чу! Ах ты скотина, О, блин. стреляет. На, блин. Как ты меня убил? На вкуснейший! Ой, Блять, ну не стреляй, пушка! Бегущий. Как не в попадок, объяснительную. Ляжем. За стенкой умер, хуйни какой-то. Поражение, нет! Поэтому я и не играю в соревновательные игры, понимаешь? Почему? Ты видишь, насколько я впечатлительный? Представь, вот я играю и проигрываю. В условном Counter-Strike катку проигрываю. Или Старкова не смог вывести. Все. Тильда. И, наверное, поэтому для особо впечатлительных вроде меня, при смерти от рук другого игрока в зоне, подмечу еще раз, в зоне, потеря будет не настолько велика, чтобы сильно из-за этого расстраиваться. Из вас выпадут лишь аптечки, патроны и найденные компоненты во время вылазок. Здорово, брагодня! Нельзя забрать ничего, пойдем. Все стоят, пытаются 40 секунд обворовать. Давай обворуем, дело чести. Давай спам X сейчас на всю прям. Заранее хуя. Давай. Грязь! Кто? Все, на базу, блядь! Моё, нахуй! Моё! Пошли домой. Ты даже не знаешь, что это я забрал. Остальное множество предметов плотно подвязано именно к вам и совсем уж никак не дропнется. Но с другой стороны, и вы, убив вражину, особого восторга от лута не испытаете. Все мое! Ведь задействовать даже сухой кал и влажные козявки для улучшения снаряги у вас не получится, так как все это дело, собранное другим игроком, автоматически складывается в мешочек, который, увы и ах, распаковать никак нельзя. Его можно продать по дешевке, выставить на аукцион или же отправить почтой назад к владельцу. Как я и сказал ранее, количество контента превзошли мои ожидания, а поэтому, скорее всего, мы с Дрюсом соскребли только
самую верхушечку. За 50 часов тут явно не удастся обхватить весь контент и геймплей, а привилегий раскидываться сотнями часов на одну игру, а следовательно ролик, я не располагаю. И несмотря на немногозначительную маркировку на ваших экранах, я искренне могу отметить, что игрушка мне очень понравилась. Настолько, что я бы даже хотел озвучить какого-нибудь бандитика. ну так слово. И будь у меня такая игруха в детстве, так еще и летом, я бы в нее зависал, не отвисая. А сейчас же... Трюсик, а у меня-то новость есть. Ага, ну и мальчик. Трюсик, я-то уже денежек накопил на компьютер-то, ё-моё. Так что пойду я, проведешь братка старого. Последний путь на ней. Да не говори такого, Дрюсик, потопаю, я почапаю. Давай, Дрюсик, тут наши с тобой дороги расходятся, братанчик, давай. Ладно, все. Не поминай лихо, браток. Давай, Миха, удачи. Я напишу, давай, браток. Все. Блять, отъебите от меня. Black Bruce Lee.